Что чувствует человек, которому принесла весть сама смерть? Страх? А может быть, отчаяние? Я юный некромант. Я спас детей в своей родной деревне, из-за чего должен был уехать оттуда, забрав с собой бабушку и деда. Познакомился с новыми людьми и потерял одного из очень хороших людей. Я словно проклят. Конец уходящего года почти меня убил, если бы не удивительный дух-фамильяр, который упорно учил меня и помогал. А теперь мне предстоит сделать выбор – уйти в тень или потерять жизнь. За пару часов до полуночи я ушел из больницы, сбежал, честно говоря. Но отмечать Новый год там мне не хотелось. Я и Акил, мой фамильяр и друг, спешили скорее к столу. Проводить этот кошмар стоило с душой и размахом. «Косточка, а как ты думаешь, ба пирожков напекла?» Акил повел носиком. Думаю, да, как же она нас с тобой не покормит-то? Оставить Акила без пирожков моя, а теперь уже и наша с ним бабулечка, не позволит. Они с дедом его приняли в семью. Она считала его домовым, а дед волшебным чудом. «А салатик тот, с этими палочками сделают?» Он облизнулся. «Крабовый? Ха, конечно, сделает». «Косточка, а вот почему селедку в шубу надевают на Новый год? Сколько слышал, но так и не увидел и не понял». Он так печально посмотрел, что я не сдержал милой улыбки. Это салат так называется, селедка под шубой. Там он слоями идет. Селедка внизу, а сверху идут другие слои. Картошка, лук, морковь и свекла. Очень вкусно. Мой живот заурчал в ответ. «Да, а я-то думаю, звучит хорошо, вкусно. И правда, словно в шубе, да не в одной». Его живот тоже заурчал. Обсуждая все вкусности и оливье, мы добежали до дома. Как и ожидала бабушка, зная, что новогодний стол мы точно не пропустим. Они смотрели новогодний концерт и накрывали на стол. Ох, и вкусно же все там было. Но мы ждали, когда президент скажет свою речь, и мы сможем приступить ко всем вкусностям. Послушав пожелания, вкусно и плотно покушав, мы сели смотреть концерт. Акил любопытно разглядывал артистов и долго смеялся над их костюмами и танцами. Бабушка многих певиц называла срамотой, а дед тихонечко хихикал. Потом мы пошли пускать фейерверки. Так красиво это было, а Акилу больше всего понравились бенгальские огни. Он был таким счастливым. Неподалеку от нас стояла девочка, одна. Она почему-то привлекла внимание Акила, а тем самым и мое. На вид девочке было лет 10. Странно, что родителей рядом не было, или кого-то из взрослых. Она стояла тихонечко так, словно ее и нет. Смотрела на падающие снежинки и улыбалась. Мы уже собирались заходить, стало достаточно прохладно. Но было любопытно, почему она не уходит и откуда она пришла. Я решил подойти к ней. «Привет, маленькая Снегурочка!» Я улыбнулся ребенку. «Привет!» Она посмотрела на меня большими синими глазками. «Ты тут одна?» «Нет, я с мамой». Она показала рукой в пустоту. «А где же она?» Я даже призрака не увидел. «Она рядом со мной всегда». Она пожала плечами. «Проводишь меня к ней?» Как-то уж это настораживало. «Да, конечно, провожу». И она повела нас куда-то. Мы шли молча. Акил постоянно принюхивался и что-то выводил в воздухе руками, часто хмурился. Когда мы пришли к маленькой часовне Марьиной слезы, я удивился. «Ты тут живешь или учишься?» Хотя не помню, чтобы тут обучали, может, просто сиротка. «Тут моя мама живет, а я к ней прихожу». Она показала не на дверь в часовню, а на ворота кладбища, где хоронят богослужителей. «Она умерла?»
ком в горле у меня встал. Нет. Она округлила и распахнула и без того большие глазки. Она тут живет и работает. Девочка погремела калиткой. Мам? Вот тут у меня началась паника. А кем она работает? Нервы шалили, вот тебе и первые часы Нового года. Сейчас увидите. Мам? Она еще раз погремела калиткой. Послышался шорох. Иду, доченька. Голос живой вроде. Смертью не пахнет. Из-за ворот показалась женщина. Я бы сказал, очень даже молоденькая, на вид лет 25 от силы, но скорее всего чуть больше. Ее большие глаза были такими же, как и у дочери. Теплый взгляд и мягкая улыбка говорила о нежности. Но завидев нас, она как-то прищурилась, и резко ее улыбка сошла на нет. «А вы кто такие?» Холодный тон, словно резанул по ушам. «А почему вы? Я тут один». Акил точно был спрятан в капюшоне. «Я просто увидел девочку одну, думал, она потерялась или сиротка. Не оставлять же ребенка на улице. Потом она сказала, что она с мамой. Я решил проводить, все-таки опасно ребенку одному гулять. Вы уж простите за беспокойство, я всего лишь хотел помочь». Я улыбнулся женщине и подмигнул ребенку, раз мама есть, то, наверное, мне можно идти. Ага, как же один он. А про эту тварь мелкую решил тактично умолчать? Она указала на мой капюшон. Ты что, думаешь, самый умный? Я таких помощников знаешь, где видала? В гробу. Она сложила руки на груди. Вы что, Акила видите? Я опешил, а мой фамильяр и вовсе спрятался глубже в капюшон. О, да я у вас смотрю привязка. Ну и кто же ты? Ведьмак или так просто нарвался на такую живность? Ее слова словно издевались. Послушайте, мы просто привели ребенка, нам ничего не нужно, а теперь всего вам доброго. Я возмутился от такой неблагодарности, мало ли что, конечно, у нее произошло. Но не надо всех равнять. Проваливайте. Она завела ребенка и демонстративно сверлила нас глазами, пока мы не скрылись за поворотом. До дома мы дошли быстро, бабушка и дед уже спали, а мы решили покушать и обсудить. Акил, ты не расстраивайся, она просто напугана, наверное. Как-то неудобно было перед ним. Нет, Косточка, она знала, кто я. А это значит, что уже встречалась с такими, и, видимо, не самыми хорошими. Мы же не сами выбираем сторону добра или зла. Какой хозяин, такие и мы. Обычно чернокнижники добром даже не пахнут, но мой первый хозяин был исключением, как и ты, Косточка. Обычно те, кто встречают темных, потом очень их опасаются и уничтожают. Он шмыгнул носиком. Ну, будем надеяться, что она умнее и не полезет к нам, потому что я буду тебя защищать. Я протянул ему конфетки, родные просторы. Спасибо, Косточка. Я рад, что у меня есть теперь ты и ба с дедом. Он закинул конфетку и стал сладко чавкать. Вроде ему и не 100 лет, а ребенок такой еще совсем. И тут я вспомнил, что приготовил ему подарок. Нет, не я один подумал о нем. Ба связала ему маленький свитер, дед сделал столик и стульчик, а я сшил ему игрушку. Я быстро сбегал и принес маленький сверток и протянул ему. «Что там, Косточка?» Он округлил свои глазки. «Открывай, это тебе от меня». Я улыбнулся. Он очень торопливо начал раскрывать подарочный сверток, его тонкие пальчики дрожали от нетерпения. Когда он достал из цветной фольги свой подарок, то ахнул и посмотрел на меня. «Акил, тебе не понравилось? Неужели я сделал что-то не то?» «Костя, ты сделал самый лучший подарок, но прежде чем я его приму, то я должен тебя кое о чем спросить». Он внимательно посмотрел на меня.
Спрашивай. Я даже присел. Знаешь ли ты, что, даря игрушку, сделанную своими руками, ты принимаешь меня в свою семью? И не просто как товарища или сиротку, а как своего брата, что я становлюсь равной тебе, а ты мне. Мы совместим наши силы и знания, словно близнецы. С тобой беда, со мной беда, и наоборот». Он не сводил с меня взгляда, но я даже не стал думать над ответом. И если это так и есть, то да, я даже не мог мечтать о том, чтобы ты стал моим братом, чтобы мы были вместе и могли помочь друг другу. Я не просто хочу подарить тебе эту игрушку, я буду счастлив подарить тебе семью. Я протянул ему кусочек пирога, Акил обнял игрушку. «Я принимаю твой подарок, Косточка». Из его глаз покапали слезы, которые стали превращаться в мелкие камушки. «Акил, что это?» «Косточка, ты разбил камень в моем сердце, а это настоящие бриллианты. Мы можем их отдать Ба и деду. Только истинным сердцам открываются богатства нашей души, и только с любовью и нашей семье мы поможем обрести не только благосостояние, но и здоровье, а также успех. А ты, не зная всего этого, без корысти подарил мне то, чего не осмелился сделать даже мой первый хозяин. Он был хорошим, только знал, что если свяжет нас, то я буду его слабым местом. Спасибо тебе, Костя». «Акил, а если я умру, ты тоже умрешь?» Плохой вопрос, но я вдруг вспомнил о том, что мне сказала смерть. «Нет, но пустоту я почувствую в 1000 раз больнее, нежели бы умер. Я знаю, почему ты спросил. И поверь мне, я тоже думал, что значат эти слова. И знаю одно, что нам стоит во всем разобраться. А сейчас я думаю, что пора идти спать. Не будем думать о плохом, ведь сегодня такой праздник». Он сильнее обнял игрушку и перешел ко мне на руки. Мы отправились спать. Акил спал со своей новой игрушкой и улыбался во сне. Я мысленно благодарил небеса за то, что я смог узнать такого, как он, и что мои ба и дед не оставили меня, а вырастили в любви и заботе. Сон сморил меня, и я провалился в свои сновидения. Проснулись мы все почти под вечер. Правда, ба встала раньше всех, она уже готовила, хотя еды было еще много. Мы посмеялись, что она раскормит нас на убой, и рассказали ба с дедом, что Акил теперь наша семья. Бабушка обняла его и сказала, что он давно уже стал для нее внуком. А дед сказал, что теперь на рыбалку будем ходить все вместе, это традиция. Акил был счастлив, потом мы решили с ним сходить на каток. Ему, конечно, не покататься, но он любил смотреть, как это делаю я, прячась в моем капюшоне. Народу было немного, наверное, отмечают или спят. Я одел коньки, и мы стали мечтать, что выступаем на соревнованиях по конькобежному спорту. Правда, наше катание резко прервалось, так как мы увидели ту девчушку с ее мамой. Постояв в ступоре минут 5, мы решили не обращать на них внимания, хотя женщина меня немного раздражала, наверное. Я не мог простить ее резких слов, а может и того, что она всех гребла под одну гребенку. Мы старались их не замечать, а вот женщина напротив, очень даже не скрывая, сверлила нас, и я не выдержал и подъехал к ней. «Простите и здравствуйте, но вы хотите нам что-то сказать или просто дырку прожечь?» Мой голос был с неким презрением. «Да, хочу. Избавиться от него. Зачем тебе такая тварь? Они же мерзкие и злобные». Она выплевывала каждое слово. «Мерзко себя вы сейчас ведете. И вы не знаете Акила совсем. То, что, возможно, с вами случилось, не значит того, что он к этому причастен». Меня накрывало от злости. Именно он нет. Но ему подобные прислужники, они же как чума для людей.
Так, дамочка, послушайте, он не такой. Вы, наверное, даже не знаете, от чего они творят зло, но уже ненавидите. Дикое желание ее просто ударить, но женский пол я не бью. Да, и что же в них такого? Она смирила меня презрительным взглядом. Да, передразнил я ее. Вообще-то фамильяры служат хозяевам, и если хозяин творит зло, то фамильяр не может его ослушаться. А если хозяин добрый, то и фамильяр тоже. Это вам так, на заметочку. И еще. Фамильяр не может ослушаться своего хозяина. Я достаточно резко высказался. Это неправда, ты дуришь мне голову, они могут жить и без хозяина. О, она зашипела. Да, могут, но только после смерти хозяина, и то обычно стараются прятаться, чтобы никому не служить. Шах и мат. Мой брат был юным, он имел способности и после связи вот с таким вот уродцем умер. Она была в бешенстве просто. А ваш брат знал, что если магия фамильяра будет сильнее его, то он умрет. Или, может быть, он знал, что фамильяр после потери первого хозяина сам выбирает второго. А если взять силой, то возвращаемся к первому пункту. И вообще, нужно думать было и правила учить. Это уже дикость, если он и связался с фамильяром, то, насколько я знаю, то они всегда объясняют правила, иначе будут отправлены в забвение. Как и за обман, врать они не имеют права ни одному. Даже самому слабому человеку со способностями. Я тебе не верю, поэтому не попадайся мне на глаза. Ох ты ж какая дамочка. Да мне плевать. Я перешел на крик. Я не собираюсь прятаться от глупой женщины только потому, что она много не знает. Ученье свет, а не ученье тьма. Кажется, так говорится. Мой фамильяр рассказал мне обо всем. Они не могут врать, им нельзя. Их жизнь зависит или от хозяина, или от того, кого они выбирают. Но если им удается быть свободными, то они прячутся, чтобы их не использовали. Я кричал на нее, что сам не узнавал своего голоса. И вообще, мы пришли покататься на коньках. Вы пришли позже, не нравится наше общество, которое мы, кстати, не навязываем. Так смело можете идти. Демонстративно отвернулся, я пошел кататься на коньках дальше. Дамочка крикнула свою дочь, и они ушли. Но настроение упало, и Акил предложил пойти домой. «Косточка, знаешь, я тут подумал, а может быть, стоит узнать, что произошло?» Мы даже остановились. Если бы она могла спокойно разговаривать и толком объяснить, то мы могли бы, может, помочь. А она просто ненавидит и не хочет, чтобы ей помогали. Но если ты настаиваешь, то я попробую. Он кивнул. А я по дороге домой шел и думал, как же мне разговорить ее. И явно придется оставить Акила дома, при нем она не будет разговаривать. Придя домой, мы сели пить чай, я продолжил думать. А Акил просто смотрел в окно и уплетал пирожки. В комнату зашла Ба. «Мальчики, я тут вас обрадовать хочу». Она сияла, как звезда. «Вы не поверите, но я нашла работу». Словно ее в президенты назначили. Работу? Ба, а как же ты будешь работать-то? Я думал, что нам всего хватает. Я как-то занервничал. «Костенька, ты пойми, мне тяжело дома сидеть, да и работа мне по душе. Я буду работать в столовой и главным поваром. Мои пироги настолько понравились всем, что для меня даже отдельную витринку выделят». И она подняла палец вверх, гордясь своим поступком. «Ба, если ты рада, то это самое главное». Акил тепло улыбнулся, и я понял, что беспокоиться не о чем. Я тоже рад, Ба. Я обнял свою старушку. Жизнь налаживалась. Поговорив с Акилом, я отправился к той женщине один. Он, конечно, долго переживал по этому поводу, но мы договорились, что если он почувствует беду, то сможет ко мне переместиться,
Дух все-таки. Идти, честно говоря, не хотелось, выслушивать оскорбления. Но я решил, что стоит попытаться узнать. Да и Акил почему-то хотел разузнать, что же произошло. Подойдя к воротам, я погремел калиткой и стал ждать. Крикнуть бы, да имени не знаю. Через 10 минут я повторил попытку, но все было бесполезно, словно там никого и не было. Я еще раз пошумел, но снова тишина. Я уже почти развернулся и ушел, как услышал странный звук, словно кто-то завывал. Да так тоскливо, как будто воем боль свою глушил. Подумав и потоптавшись на месте, я перепрыгнул через забор. Идти по такому месту было как-то уже не по себе. Нагнетающая обстановка. Я шел на тоскливый вой, который словно ножом врезался в мое сердце. Звук становился все громче, а я подходил все ближе. Странные звуки все сильнее скребли. От них веяло каким-то ужасом, словно вот-вот кто-то покинет этот мир. На какое-то мгновение мне показалось, что я почувствовал рядом запах смерти. Я остановился. Рискнуть и идти дальше не хотелось. Любопытство и то не вылезло, может быть, просто уйти и все. Акила нет сейчас рядом, глупо было его не брать с собой. А может быть и наоборот, правильно, что его нет. Внутри меня бушевал шквал моих мыслей. Сейчас я должен был сделать шаг либо вперед, либо отступить. Пришлось побороть. Сюда я пришел, чтобы узнать, а не убегать. И тут голос. Просто тихий голос. Ты должна достать мне мальчишку. Змеиное шипение, как будто я понимаю змей. Так и Гарри Поттером себя почувствовать можно. Но он связан с этим духом, как я смогу его заманить? А вот этот голос мне хорошо знаком. Женщина, которая так сильно показывала всю свою неприязнь. Интересно, кто же там так хочет меня увидеть? Он должен принадлежать мне. Он сильный некромант. Мне нужна его сила. Голос стихал, но от этого было только противнее. После этого ты вернешь мне брата? Брата? Так он не погиб, как она говорила. Да, если я получу мальчишку, твой слабый братец мне будет не нужен. Я все сделаю, я приведу его сюда, но как быть с его фамильяром? Подумай сама. Начерти круг, в котором не сможет попасть этот дух. И тогда он не придет ему на помощь. У тебя ровно 2 дня до полнолуния. Ждать я не буду. Какого хрена? Я сделаю, я обещаю. Она всхлипнула, но жалости я не испытал. Значит, она поняла, что я некромант. Кто же ее собеседник? Аккуратно я прошел за небольшой камень и слегка выглянул. Там была женщина и ее дочь. Но вообще изначально это была дочь. А вот вместо ног там была змея. Так, а где ноги-то? Женщина стояла на коленях, а змея вилась вокруг нее и словно высасывала силы. Меня трясло. Я словно чувствовал всю ее боль, но что сделать я мог? Момент. Змея отвернулась, я собрался и сконцентрировался. Пальцы немного закололо, и я нанес удар. Момент я, конечно, выбрал удачный, но особо меня это не спасло. Змея увернулась, и я попал в женщину. Она отлетела от такого выброса и ударилась головой о камни. Неужели я убил человека? Эта мысль выбила меня из колеи, и я пропустил удар от змеи. Она обхватила меня в свои силки и начала сжимать. Звать Акила? Нет, это опасно. Надеюсь, он простит и поймет меня.
Я много раз видел по видео, как питоны душат свою жертву. Сейчас я и сам был жертвой, только это был явно не питон. Нужно забыть о боли. Мои кости хрустели. Нужно ее ударить. Сосредоточиться не получалось, она сжимает меня. Я чувствую, что из меня словно выкачивают воздух. Дышать все сложнее. Прости, Акил, я дал тебе семью, а теперь принесу тебе много боли. Легкая мгла застилает мои глаза. Легкие пытаются работать на последнем издыхании. Сидеть и ждать, что может быть ужаснее. Пытаюсь просмотреть, что с Косточкой. Он словно прячется от меня. Зачем я решил его туда отправить? Он же человек, он не бессмертен, да и сама смерть ходит около него. Некромант он сильный, да только еще мало что знает. Ба налила мне чай и пошла лепить пельмени вместе с ворчащим дедом. Я не находил себе места. Поднеся к себе кружечку, я не успел сделать и глотка, как перед моими глазами в отражении окна вылезла никто иная, как сама Аспид. Это змея, способная принимать любой облик и управлять разумом человека, а это значит, что Косточка в опасности. Боль. Резкая боль пронзает меня до каждого кончика пальцев. Я пытаюсь переместиться к нему, но результата нет. Мои силы не слушаются, они пропадают. Бежать, просто бежать, превозмогая боль. Стоило мне ступить на порог дома, как и явилась она. Смерть. Он умрет. Не поднимая бездонных глаз, ледяным дыханием она произнесла приговор. Нет, я не дам. Ты не успеешь. Я просто хотела, чтобы ты был готов. От ее дыхания стены и порог покрылись холодом. Мурашки пробежали по всему телу, а она пошла, но очень медленно. «Я должен успеть», – подумал я про себя и помчался. Я бежал так, как только мог, руки и ноги сводило от оцепенения. Значит, ему плохо сейчас. Я должен успеть. Вот эти самые ворота. Я прошмыгнул между решетками и увидел его. Косточка побледнел. Его губы становились лилово-синими. Он боролся, но не пытался позвать меня. Наоборот, все последние силы уходили, чтобы скрыть от меня происходящее. Но он настолько ослаб, что больше не мог сдерживать барьер. «Что же ты наделал? Я бы мог прийти раньше, Косточка». Думать времени не было совсем. Выход был один – слиться с ним. Но это было опасно. Смерть подбиралась медленно, словно давала мне попытку его спасти. Я решился. Если и погибнем, то вместе. В воздухе я начертил символы рун и начал наше перемещение и слияние. Змея почувствовала. Она отшвырнула его, как тряпичную куклу. Он уже не дышал. Теперь ее целью был я. Времени нет, она рывком подползла ко мне, и я оказался в ее кольцах, но я успел произнести последние слова. Мое тело осталось в кольцах у змеи, но она почувствовала, что мой дух оттуда ушел. Она начала искать тело Кости. Я успел и соединился с ним. Он начал приходить в себя. Теперь стоило действовать очень быстро. Удар за ударом ее хвост метался и пытался попасть в нас. Я держал оборону сколько мог. Силы постепенно возвращались к Косте. Он стал приходить в себя и осознавать, что в его теле нас двое. Аспид словно одежду скинула личину девочки, и перед нами предстала не просто огромная змея, а змея с головой петуха, мертвого петуха. Глаза налиты кровью, и язык был длинным, как у ящера. Яд в ее клюве сочился крупными каплями.
Одна такая капля способна убить любое существо. Пальцы закололо иглами, тело наполнялось огромной черной силой. Это было опасно, особенно для некроманта. Обычно они сходят с ума от такого пьянящего величия силы. Но я должен его спасти, наполнив его до предела всем тем, что досталось мне от моего покойного хозяина. Я вышел из него. Глаза Косточки стали черными, как сама бездна. Вокруг него витала мгла, а из могил поднимались усопшие. Теперь это его верные слуги. Некромант, подчинись мне, и равных тебе не будет. Ты мне указывать вздумала? Я не просто некромант, я повелитель. Меня не пугает сама смерть, я буду твоим кошмаром. Он развел руки, и черные клубы дыма заполнили пространство. Дышать становилось сложнее. И я тебя уничтожу. Она кинулась на него, но не успела. Стоило ей раскрыть свой клюв, как в нее полетел огромный черный ком, который начал ее разъедать изнутри. Аспид визжала, из ее горла вылетали души и кружили над нами. Неупокоенная душа – это очень опасно. Они непрекаянны и голодны. Костя подходил все ближе. Змея захлебывалась своим криком. Ее яд сочился крупными каплями, попадая по ее собственному телу, оставляя там кровавые раны. Она травилась сама от своего же яда. Я больше не мог сдерживать разум Кости. Мои силы уходили, а его мощь нарастала. Осознание того, что если он не сможет справиться, то мне придется его уничтожить, било меня словно обухом по голове. Он же мой брат теперь. Смогу ли я? Костя схватил руками змею, и под его пальцами хрустели ее кости. Он был жесток и беспощаден. Когда змее остался последний вздох, он просто разорвал ее на части и бросил восставшим усопшим, которые кинулись на отравленное ядом тело, как собаки. Умереть им точно еще раз не грозит, но само по себе осознание того, что они раздирают останки и поглощают их, просто выворачивало. Смерть подошла очень близко ко мне. Я чувствовал даже ее страх. Сотни неупокоенных душ, готовые броситься куда угодно. Их мог собрать только он. Даже сама смерть не способна на такое. Некроманты всегда были опасны и жестоки. Существовали, конечно же, исключения, но их было мало. Они могли отобрать у самой смерти, не отдав ничего взамен. Поэтому она всегда старалась забрать их души раньше, чем они познают свою власть. Но тут она опоздала, и он был сильнее, страшнее. Лицо превращалось в гримасу ненависти и злости. Он смотрел на все это с отвращением и наслаждался. «Косточка, ты меня слышишь?» Я сделал короткий шаг в сторону своего брата. Акил, брат мой, я дам тебе все. Хочешь другое тело, новую жизнь? Он упивался величием. «Косточка, пошли домой. Давай ты просто это все отпустишь. Еще один шаг». Нет! Его голос оглушил. Смерть вздрогнула. Акил, ты не спасешь его, ты должен это остановить. Смерть почти приглушенно произнесла с огромным страхом. «Я не могу убить своего брата. Только не так. Неужели я должен его потерять?» Акил, он обезумел, ты должен. «Нет, Косточка, прошу тебя, пошли домой, пожалуйста!»
Ты против меня? Его голос захрипел и осел, словно он сам перешел на хриплое шипение. Он поднял руку и направил клубы дыма на меня. За что ты так, Косточка? Ненависть, предательство, злость. Все, что так долго сидело во мне, вырывалось наружу. Противная шипящая гадюка захлебывалась в своем же ядовитом жерле. А я скинул оковы. Теперь даже смерть не может мне противостоять. Усопшие поднимаются и идут на мой зов. Я их царь и бог. Я их хозяин. Акил, почему он хочет меня убить? Я вижу этот взгляд. Так выглядит тот, кто готов отобрать у меня все. Но я же стал его братом. Почему же он решился на это? Я же готов был дать ему все. Все, что только захочет. Один же неосторожный шаг, и я задушу его. Я смотрю в его глаза. Они меркнут и больше не выглядят такими яркими, в которых можно было бы утонуть. Его ручки были опущены, он даже не пытался сопротивляться мне. Но внутри меня все шептало, что он враг. В какой-то момент я подчинился своему разуму, но меня ужалила резкая боль. Боль потери. Меня окутывали воспоминания. Вот он пьет чай. Вот он бежит за мной. Он пытается опередить смерть, чтобы спасти. Он дал мне свою силу, что запечатал далеко внутри, чтобы я смог выжить. Но как же я теперь? Мне наносят удар со спины, это неупокоенные души, они жаждут мщения. И только одна душа парнишки, чуть младше меня. Он склонился над женщиной и звал ее. Наверное, это брат, но он не обезумел, как все остальные. Ему было ради кого бороться, а им уже нет. Я убрал свою черную тень от Акила. Он упал. Повернувшись спиной к нему и самой смерти, я знал, что она способна напасть, чтобы уничтожить. Поднеся огромный густой клуб дыма к огромному сгустку из душ, я ударил по ним. Меня откинуло. Такой силы, которая столкнулась, не видел, наверное, еще никто. Души стали истязать друг друга, превращаясь в свои истинные порождения и тая от собственного света. Усопшие падали, их мертвые тела рассыпались и по частям ползли к своим могилам. Душа парнишки звала сестру, но я был уверен, что ей еще рано к нему. А потом снова удар. Смерть, кто же еще? Я повернулся, она стояла и ждала моего гнева. Я был сильнее, но я раскинул руки и стал чертить в воздухе руны и символы. Тьма вцепилась в мою душу, она пыталась вытащить из меня все живое. Акил, прошу, помоги. Сколько я так простоял, почти теряя себя. А потом наступила пустота и пришла легкость. Может быть, это и есть забвение. Наверное, это не так уж и страшно. Резкий свет и ледяная вода привели меня в чувство. Акил сидел рядом с той женщиной около меня. Косточка, как ты? Почти шепотом он произнес каждую букву. Хреново, но стало легче. Я попытался выдавить из себя улыбку. Прости, Косточка. Я не должен был подвергать тебя такому испытанию. Он потупил глазки. Это ты прости меня, братец, я тебя чуть не убил. Я протянул руку, но он просто меня обнял, сидя на моей ладони. Я не хочу вас отвлекать, но кое-что еще не закончено. Женщина без злости посмотрела на нас. Я приподнял голову, там стояла смерть. Не самое приятное, что могло быть, не считая того, что вся земля усыпана останками покойников. Я буду следить за тобой, некромант.
И при первой же возможности оборву нить твоей жизни, как и делала с другими. Она повернулась и пошла прочь. Нам стоит теперь волноваться? Я посмотрел на Акила. Я думаю, что очень скоро мы встретим ее. Только вот уже трижды мы уходили. Кто знает, что будет в другой раз. Ева, спасибо тебе. Он посмотрел на женщину. Да что уж там, если бы не вы, то это кладбище росло бы все сильнее. Змея была ненасытная, и да, простите за тот разговор. Я хотела оттолкнуть вас от себя подальше. Она смахнула слезу с ресниц и пошла прочь. Домой? Я посмотрел на Акила. Да, нам стоит отдохнуть. И пора обучить тебя всему. Времени больше нет. Он тяжело вздохнул и помог мне встать. Мы удалились от часовни, понимая, что сейчас Ева просто покинет этот город и будет вспоминать все это как ужасный кошмар. А нам предстоит много работы, и самое главное, теперь смерть играет открыто, а значит, нам стоит опасаться. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.